Всем доброго вечера. Ам, Я решила в этом видео поговорить о желаниях, которые мы загадываем под Новый год. Спросили у меня, как вы относитесь вот к загадыванию желаний? А желания загадывать можно не только под Новый год, я могу вам сказать. Вот, загадывание желаний, они, в принципе, всегда актуальны. Смотря какие желания вы загадываете и что они несут. Несут ли они положительный какой-то посыл во Вселенную людям или отрицательный. Вот давно уже доказано, что желания положительные, которые несут добро, созидание, они сбываются быстрее, да. То есть, если вы загадываете не только для себя, да, говорите не мне во благо, а вообще во благо Вселенной, во благо Вселенной, оно сбывается быстрее. То есть такое желание, если вот Вселенная же наш тоже мудрая, она видит нас всех, за нами всегда наблюдают, постоянно. Какие мы, что мы думаем, что говорим. Вселенная все видит, знает, какие нам дать, что нам дать, какие нам желания исполнить. А может, вообще уберегает нас от наших же желаний, смотря, что мы загадываем, потому что ей виднее сверху, к чему наши желания могут нас привести. Под Новый год конечно, полезно сесть всей семьей, поговорить, что было хорошего в этот год, что неудачного, что-то можно исправить, что-то планировать, конечно, обязательно. Перед Новым годом планы какие-то писать. Напишите сами себе письмо даже в будущий год. Например, Светлана, я бы хотела, чтобы ты стала вот лучше в том-то, в том-то и в том-то, чтобы ты научилась этому и этому, самой себе. Потому что сами перед собой мы же не будем, мы не будем, не можем врать сами перед собой, не можем себя обманывать, мы можем кого-то обмануть, но себя мы не можем обмануть уже, я считаю. Все равно это как-то выливается потом. Пишите желания в тетрадочке в какой-нибудь, да? Планы новогодние. Конечно, новогодний праздник, Рождество, это более, я считаю, для детей. Они верят вот в Деда Мороза, в Снегурочку, да, еще. Взрослые мы, конечно, тоже верим, что кто-то нас слышит, кто-то нам помогает, но сами понимаем, что чтобы что-то исполнялось, нужно и делать что-то для этого, работать над собой духовно, умственно, физически. Под лежачий камень вода не бежит. Есть, конечно, дни, когда можно дать себе отдых, когда мы не очень себя чувствуем, но в целом жизнь надо свою планировать и ставить какие-то цели, тогда она будет как-то осмысленной более и более наполненной. Я хочу вам пожелать, чтобы вы составляли желания свои как можно, чтобы они были более позитивные и во благо вашей семье и всему миру. Тогда они дойдут быстрее до небес, так скажем. И желаю, чтобы в вашей семье вот горел очаг добра, света, любви. Но у кого нет этого камина, а у меня его не было всю жизнь. Это я здесь вот в Италии, вот, у друзей камин. Но пусть в вашем доме будет тепло не от камина, а от сердец ваших близких, от ваших чувств, от той энергии добра, которую вы друг другу излучаете. Я вам желаю всего самого светлого, доброго и настоящего.